Есть. До этого рыба ловилась снизу. Но вот пришли в новое место, и поклевок не было снизу. И я решил, наоборот, сделать агрессивную проводку и довольно высоко, где-то в полуметре. Вот Big Junior на Хаябусе номер 5. И прямо она среагировала именно на очень резкие такие мелкоамплитудные рывки. Big Junior, Хаябуса номер 5. Все четенько. Ну, отпускаем. Да, сработала резкая, вот такая прям после этого среагировала. До этого вот 3 проводки было медленные, вот эти вот плавные покачивания, не было поклевок. Может быть, это тема. Всем привет! Вы смотрите программу Only Spin. Сегодня я расскажу о джиг-головках, которые я использую при ловле форели. Собственно, как прудовой, так и стримовой. По сути, казалось бы, вопрос довольно простой, но мы сталкиваемся с тем, что и в магазине, и просто на рыбалках задают очень много вопросов, а какой крючок поставить, а почему именно этот, какой крючок подходит оптимально для одной приманки, почему он не подходит для другой. Постараюсь вкратце объяснить то, чем руководствуюсь я при выборе крючка, и, соответственно, покажу, как оснащаю каким крючком 5 своих самых, наверное, часто используемых приманок и самых, наверное, популярных приманок. Хочу начать с того, что крючок в целом, на мой взгляд, должен быть максимально тонким и легким, чтобы не портить, не мешать игре приманок. Соответственно, при выборе размера крючка под определенную приманку, ну, скажем так, тут работает правило золотой середины. Крючок не должен быть большим, для того, чтобы он, скажем так, убивал игру приманки. Крючок не должен быть слишком маленьким, чтобы не было пустых довольно много поклевок. То есть под каждую приманку выбираем правильный соразмерный крючок. Их, по сути, 4 номера, их все надо иметь. Даже не 4, а 3, я бы 3 ограничился. Это 4 номер, 6 номер и 8 номер. Про легкость и тонкость крючка я уже говорил, поэтому сразу я отметаю все толстые и непонятные крючки. Да, безусловно, они дольше держатся, меньше расходуются, но для меня крючок — это расходный материал, я его довольно часто меняю, он гнется, но тем самым на легком крючке поклевок, на мой взгляд, гораздо больше, и можно просто даже в ванной посмотреть, как играет приманка. Важный момент: крючок должен быть джиговым, то есть у него должно быть ушко вот таким образом сделано, под, скажем так, 90 градусов, там, под 45 градусов. Для чего это надо? Для того, чтобы приманка более стабильно висела в воде, ну, висела, играла. То есть здесь нет течения в прудах, крючок не выравнивается течением, поэтому он должен висеть под 90 градусов. Сразу скажу, что вот в бородатых крючках, наверное, самые оптимальные, самые популярные, самые крутые — это Decoy MG3. 8, 6 и 4. Они все нужны под разный размер резины. Чуть позже уже конкретно поговорим про резину. У нас в магазине также мы делаем на этих крючках джиг-головки уже отличные, готовые MG3. Безбородые крючки, здесь уже выбор у меня побольше. Здесь, скажем так, я пользуюсь, ну, 3 такими основными. Это Хаябуса 5, Ванфук джиговый, здесь тоже 3 размера: 4, 6 и 8. И
Decoy джиги. Также 4, 6 и 8. Когда рыба максимально мелкая, я пользуюсь исключительно ванфуком. Если рыба более крупная, то уже включаются Decoy джиги. Ванфук тоньше, он лучше подходит под, скажем так, мелкие приманки, под более тонкую анимацию. Есть. Да, забавно получилось. Толян рядом порол на Big Junior на 0,2 голове. А я ловил на флета на 0,3. У меня вообще не клевало. 0,3 грамма. Не клевало. Поставил 0,2 и сразу с 2 забросов 2 нереализованных рыбы. И вот с 3-го заброса дал подольше заживать. И она клюнула. Flatworm, Hayabusa 5. И рыба в зачете. Это к вопросу о важности веса. Вот реально 0,3 кидал, но вообще не клевал. Поставил 0,2. 3 заброса, 3 поклевки. Че? Срисовал. Да, срисовал. В чем, соответственно, храним все эти джиголовки? У меня вот такие коробки плоские. Либо, если крючок высокий, такой как Decoy джиги, можно использовать вот мейховскую коробку со специальным вкладышем. Либо просто пустышку оснастить пеночкой вот так. И высокие крючки хранятся здесь, потому что вот в эти тонкие коробки они хорошо, мало занимают места, но в них высокие крючки не очень хорошо входят. Ну, теперь, собственно, давайте я покажу и расскажу под свои самые популярные и часто используемые приманки, какой крючок я использую. Начнем, наверное, с самого популярного червяка, это Flatworm. На Flatworm я использую в 90% случаев крючок Hayabusa 5. Это оптимальный размер крючка для данной приманки. Он не сбивает игру, и с ним максимальная реализация поклевок, на мой взгляд. Вот так это выглядит на руке, скажем так. Здесь еще очень удобно, на фреш-люре выбит значок FL. И вот крючок должен выходить четко в оконечности буквы L. Всегда не ошибешься, всегда четенько заходит. Также с этим червяком я иногда использую Decoy джиги, 4 номер, но не так часто, скажем так. Hayabusa, на мой взгляд, оптимальней. Вторая приманка
о которой хотел сказать, это флипворм. Флипвормом я тоже очень часто ловлю. Это тоненький червяк. Вот во флипворме очень важно за счет толстого какого-то или тяжелого крючка не убить игру. Поэтому флипвормом я ловлю исключительно на ванфук. Да, кому-то он может показаться тонким, он, как бы, если на рыбу давить и форсировать, он подзагибается, но вот именно для этого червяка он подходит идеально. Никаким другим крючком я на этого червячка не ловлю. Сейчас покажу, как это выглядит. Выглядит это вот так. Еще раз повторю, флипворм — это ванфук, 6 номер, джиговый крючок. Может показаться, что он немного маловат, но именно для этой приманки, я считаю, крючок больше точно не нужен, потому что убивается игра. Я пробовал и декой джиги покрупнее ловить, и хаибусы им. Если рыба пассивная и именно клюет на вот этого кривого червяка, то идеально сюда ванфук 6. Дальше идут две вот таких приманки, которые друг друга очень сильно дополняют, и они, скажем так, очень популярны сейчас. Это Магот и Фрешлюр Big Junior, траутзоновский Магот и Фрешлюр Big Junior. С ними я использую либо хаибусу 5, либо декой джиги 4. Декой джиги 4 такой довольно большой массивный крючок, он хорошо подходит под крупную рыбу. Ну, соответственно, размеры идут пропорционально. Я просто не говорю о бородатых крючках, мы на них ловим, ну, крайне редко, потому что соревнования. Но МГ-3 также можно позиционировать и под эти приманки. Ну, пропорционально размер подбираешь такой же. Вот, соответственно, под Магот и под Big Junior подходит либо хаибуса 5, либо декой джиги 4. Вот так это выглядит. То есть соразмерный крючок, соразмерной приманки. Ни крупный, ни маленький. Также сейчас оснащу им Big Junior. Вот таким образом оснащается Big Junior. Тоже вот этим крючком. И еще одна очень популярная приманка — это траутзоновский пламп. Его я оснащаю 6 крючком декой джиги. Пламп он такой ребристый, мягенький, но довольно объемный, поэтому вот под него я использую джиги, так как у него больше подъем. Соответственно, вот так это выглядит. Тоже оптимальный размер крючка. Хвостик играет, вся часть подвижна. Когда форель зажирает, она нормально себя чувствует. Вот так крючок смотрится в приманке гормонально и пропорционально, скажем так. Гормонально, да. Гармонично, сорян. Ноги уже отсидел.
Есть! В падение взяла. Только приманка начала касаться дна, ну, и она взяла. Я по леске увидел поклевку. Флипворм, 0,2 грамма головка. И легендарная, не побоюсь этого слова, Белеза Карентия, 67-я. Приманка слетела, вон она. А правильный крючок для флипа в пасти. Сейчас покажу. Ванфук. Рыбу отпускаем. Вот такой маленький тоненький крючок. Он чуть-чуть подразогнулся. Я его сейчас поправлю и продолжу ловить. Повторюсь, это идеальный крючок для флипворма. Ну, в принципе, что еще добавить? Основное вот правило — это золотая середина. Постоянно необходимо следить за остротой крючка, потому что жало у всех тупится. Я как бы вот просто пальцем провожу в обратную сторону. Если появился заусенец, то все. Я крючок выкидываю и оснащаю, соответственно, новым. Если сказать, ну, буквально пару слов о весе головок, то есть не будем как-то распыляться, но скажу так, основная вот головка, самая универсальная, вес у меня это 0,4 грамма. Им это не супер медленно, это не супер быстро. То есть этим весом я всегда начинаю, смотрю верхний горизонт, средний слой. Приманку можно не на очень быстрой проводке держать в каких-то средних слоях воды. И также можно уверенно ловить по дну. Дальше, соответственно, уже от ситуации начинаются какие-то расхождения. Либо там надо кинуть подальше, ставишь потяжелее, либо форель реагирует на быструю донную проводку, то ставишь там 0,6-0,8 грамм, кидаешь далеко. Если форель пассивная, клюет на максимально медленные проводки, плавные, там волнообразные, либо приманку надо держать сверху, то тогда уже мы облегчаемся. Там 0,2, 0,3 очень часто используемые веса. Но, повторюсь, начиная вот с 0,4, это такая золотая тоже середина. А также еще один из очень частых и прям очень частых вопросов, а как же влияет цвет головки на клев? Ну, скажем так, мое мнение, что в какой-то момент, естественно, он может повлиять, но угадать это и предугадать, ну, вообще практически невозможно, я считаю. Просто это дополнительная головная боль и введение еще одной лишней переменной, о которой придется думать. Поэтому для меня цвет головок вообще абсолютно не важен. Я использую как бы черный. То есть, ну, я просто довольно хорошо помню, визуально определяю по диаметру головку и помню, какого она веса. То есть они у меня вот в таком формате. Да, иногда поклевывает. Есть еще вариант мнения, очень довольно удобное, я считаю, что по цвету разделять именно вес головки, сразу определять. Кому тяжело запомнить по размеру, скажем так, вот оптимально, например, 0,2 серебристый, 0,3 шартрес, 0,4 оранжевый, 0,6 черный. Запомнив это сочетание, сразу берешь нужный вес. Вот. Это моя коробка, и, соответственно, у меня вот здесь коробка с ванфуком, и хайбус у меня такой же набор цветов. Также 0,2 это серебро, каждый вес свой цвет, и вне зависимости от модели крючка. Да, удобно для запоминания. В принципе, на этом все. Надеюсь, максимально подробно, доступно и популярно объяснил. Всем пока, смотрите
наш канал, подписывайтесь на него. Only Spin. Вопросы? Задавайте вопросы. Отвечать. Будем отвечать, да. Тренер сборной России. Оп. Палку я ловлю никак. Да. Резинку, но я как кручу. Так, знаете, прокручу, останавливаюсь, прокручу, останавливаюсь. Так. Пиши провод. Прокручу, остановлюсь. Ну да, я видела, как вы делаете. Не, не так, а вот так. Кручу, прокручу. Так. То есть она у меня получается на дно. Волнообразно. Да, да. Прикольно. Вы сами молодцы, хорошо ловите. Хорош.